Добрый день, добрый вечер. С вами Вивьена. И сегодня арабское гадание на чечевице, арабское предсказание. Как он там без вас? Как у него в личной жизни вообще? Как он живет без вас? Как? И будем смотреть. Кто он такой? Кто он такой? Наш герой. Кто он, какой он? Будем смотреть и на чечевице, и на знаках. Сначала на чечевице смотрим. Часть первая. Кто он? Он человек, который любит себя, который любит материальные блага и деньги. И у него, знаете, на первом месте это когда деньги в кармане, когда они на счетах. Он себя свободно чувствует, хотя он в своей сфере деятельности, которую он выбрал, можно сказать, что и профессионал. Но сейчас у него какие-то затруднения. Так, и смотрим, что у него без вас и как он без вас. Да, на данный момент у него какие-то образовались прорехи в материальном плане или что-то случилось с его делом или с бизнесом, как будто кто-то какими-то сапогами наступил. Возможно, конкуренты. Или что-то получилось не так, что, знаете, возможно, что кто-то сделал как крадник. Потому что прям как будто сапогами потоптали грязными. Как он без вас? Давайте посмотрим, а что он... Вот у него что-то неприятности. Что он чувствует к вам? Что он чувствует к вам? Он хотел бы с вами поговорить. Сердце его неспокойно. Он не забыл окончательно. Вот, понимаете, без вас забыл, не забыл, думает. Нет, он думает. Но, знаете, он как перевернутый человечек. Он стоит на голове, а ноги вверх. Он вообще все как-то в своем жизни поперепутал. Или ему попутали. Что у него? На человеке есть воздействие, магическое или какое, это не обязательно, может быть и нейролингвистическое воздействие просто на этого человека. Этот человек, он вроде бы как говорит всем, что он верит там в Бога или во что-то, да ни в кого он не верит. Он верит только в мамону, только в звенящие золотые слитки или в такие бумажки. Какие чувства он к вам испытывает? Есть какая-то женщина, которая на него очень большое влияние, давит она его, но он не может от нее отделиться. Что-то связывает их, возможно, он не свободный. У кого как получается, как он без вас. Чувства, знаете, вы давали ему радость жизни. Нет у него сейчас радости. Вот как в сером каком-то забытие находится. Нет у него радости в жизни. А как он о вас вспоминает? Он вспоминает, думает. Как он вспоминает? Да. Знаете, он считает вас, что вы женщина, которая обладает какими-то знаниями. Возможно, вы ведунья, ведьма или вообще что-то имеете, какую-то чуйку. И вы давали ему вот это вот. Это только женщина дает эту энергию. И вот то, что он получил сейчас и имеет сейчас, какие-то денежные блага, материальные блага, это благодаря вашей энергии. И ему сейчас достаточно сложно. Женщина давит. Есть другие женщины. У него вообще какие-то у этого человека или переписки постоянные. Ну, у него прям он обожает вот это вот окружение женского, хитрить. Хитрый такой даже какой-то взгляд. Может убаюкать, он такой флиртовщик, знает как. А потом, получив там какие-то блага от этой женщины, или что-то, это может быть сексуальные, физические, материальные, он отстраняется. У него рядом какие-то все время женщины, знаете, иногда говорят, что ходок, вот он похож на этого ходка. У него даже если какие-то все время сообщения от каких-то женщин, что-то он получает. А будет, давайте посмотрим, он действовать будет по отношению к вам. Без вас ему что-то херовато, мандовато, как я говорю, такое. Будет ли он действовать? Собирается он действовать, он все время каждый раз думает, как бы вам написать или сообщить, или как-то поговорить. Но могу сказать, человек очень страшный трус. И на нем действительно очень сильное воздействие от той женщины. Одна
Она в его жизни занимает какое-то большое положение. Но у него к ней нет уже любви. Есть какие-то обязательства и права. Что он хочет? Ох, выскочила. Он действительно хочет что-то сказать. Выскочила одна чечевица такая вот. Он хочет вам сказать, что хотел бы как-то начать все и общение начать как-то. Вот чтобы было не просто перемирие, а как-то восстановить. Но он трус. Он прям просто боится. Он боится, потому что он прекрасно понимает, что вы есть императрица. Вы есть та женщина, которая женщина женщин, понимаете? И давайте еще раз спросим. А как там тебе с другими? Есть одна женщина, которая на него давит, есть какие-то другие. Кому-то он ходит или переписывается, да, вот какой-то союз какой-то. Но это все какое-то, так, знаете, лютики-цветочки в моем садочке. Вот такое вот. Что он хотел бы вам сказать, как ему без вас. Что на него все давит. Что вот как вышла руна как Кано, а она в другую сторону. То есть у него нету этой силы и энергии, которую давали вы. Он о вас помнит. Никому об этом не говорит. Даже во сне, когда вы ему снитесь, а вы ему снитесь, он этого боится. Человек, который за свою трусость очень сильно потом ответит. Он просто маленький, недоразвитый, можно так сказать, недоросший мальчик. Это же не важно, сколько ему лет. 40, 50, 20, 80. Вот знаете, так и остался маленьким мальчиком, который не на коне, то ли на свинье, то ли на осле. Но он вас помнит, и ему без вас плохо. Вы не даете, нету радости жизни. Вы давали радость и силу. Пишите: принимаю, приобретаю. Да будет так. Истина заклята, исполнена. Ставим сердечки. Все мои контакты, кому надо лично, можете написать в директ. Пожалуйста, пишите, делайте заказ. Ставьте сердечки, не забывайте про энергообмен. Сердечки, пальчики вверх. Да будет так. И мы смотрим, как он без вас, наш дорогой, как он без вас. Помнит ли он о вас? Если вы в его сердце, смотрим часть 2, смотрим на знаках. Как он живет без вас? Как он живет сейчас без вас? На него сыпятся камушки за какие-то его действия, которые он совершал ранее. Как он живет без вас? Как он живет без вас? Ну, у него есть какие-то обязанности, обязательства по отношению к людям, которые одеты в форме. Возможно, это налоговые или еще что-то. У него проблемы есть к людям, которые в форме. Проблемы у него сейчас, хотя он очень любит, какой он очень любит деньги. Самое главное для него деньги. Когда деньги в его карманах прям много-много, он радуется жизни, ощущает себя действительно мужчиной. Сейчас у него есть какие-то проблематичности с деньгами. Возможно, какие-то оплаты или еще что-то. Идет еще обман. Кто его обманул? Как он живет без вас? По поводу того, что он чувствует к вам, то он тоскует. Он вас помнит. И знаете, он как вспоминает, как будто вы отвернулись от него. Хотя, возможно, все наоборот, но на самом деле он ощущает, что вы отвернулись от него. А что он чувствует к вам? Он чувствует к вам то, что вы женщина, которая обладает очень интересными знаниями, древними знаниями. Вы умеете предсказывать, как предсказывает будущая птица ворон. Как он поживает без вас. Сейчас у него не все в порядке. Над ним разразились какие-то или скандалы, или конфликты. Он пытается что-то разрулить, но как-то безрадостно, понимаете? Он думал, что дождь прольется и все очистится. Нет,
а громыхают над ним тучи. И, знаете, могу сказать, что у него что-то рушится, разрушается. Что у него рушится, разрушается? Да, возможно, у него какие-то есть проблемы, я сказала, с органами или с правящими органами, судебными, налоговыми, с людьми с какими-то. И знаете, какое-то идет разрушение. В чем разрушение? Разрушение, потому что у него нет силы, потому что вы для него, как показывают знаки, вы для него остались той же женщиной, даже когда вас рядом нет. Та женщина, которая как императрица, та женщина возлюбленная, женщина. Да, вы женщина домашняя, он так считает. Вы женщина, которая семейная, излучающая чистоту и свет, которая дает веселье и радость. А сейчас ему безрадостно жить. Серые тучи. Вот такая у него жизнь. Почему у него такая жизнь? Знаете, возможно, он куда-то хочет уехать или уехал. Но что-то такое, что связано с какими-то несбывшимися надеждами на что-то. Вот почему-то издалека море. Вот что-то такое странное идет. Так, а что он без вас, как он без вас к вам? Знаете, он бы хотел приехать, он бы хотел бы написать, он хотел бы сесть на коня и к вам поскакать. Но у него солнце заходит за тучи. Понимаете, кто-то что-то прям тормозит. Что он хочет к вам? Да, как будто тормозит. У него действительно сейчас какие-то неприятности с органами или еще с чем-то. Есть какой-то враг. Кто этот враг? Знаете, враг и он сам, потому что он очень такой вот самоуверенный, самодовольный такой. Я прям мачо из мочалки. Все мои. Мачо, сармамачо. Так говорю смешно. Потому что враг он еще и сам. И это вызывает у него сейчас депрессию. Он все время привык к каким-то легким победам. Но есть кто-то у него... Кто? Да, есть или соперники, ну, соперники могут быть по его деловым каким-то делам. Есть соперники, и знаете, он ревнивый, ревнует без вас, он вас ревнует, что есть какой-то соперник. И он ревнует вас к вашему делу, к тому, что вы умеете предсказывать или еще что-то. Что вы, вы для него подарок были, подарок, а сейчас ему... Вообще подарков нет от жизни. Вот все вроде бы ничего, нормально, а как бы ничего. Вот он сидит, лежит и думает. А как все как бы вернуть и к вам повернуться? Что ему мешает еще? Мешает, что кто-то что-то вот делает, как бы поворачивает его судьбу вспять. Точно. Видите, как кошка об этом говорит. Она дает знак. Чего он боится? А он боится, и на нем есть какое-то воздействие. На нем есть воздействие, и он этого боится. И без вас ему безрадостно, потому что вы или делали ему чистки, или сами вот так чистили. Вы были его защитной стеной, защитным куполом, потому что вы любили и приносили счастье и радость. И он это знал, и ему без вас. Вот есть и женщины, и какая-то женщина есть еще, которая основная, какая-то важная. А без вас нет любви. Он потерял эту любовь. Вот это вот сердце без вас. Без вас он хотел бы взлететь, но ему солнце обжигает крылья. И у него сейчас без вас идут потери, потому что нету защиты. Видите, тут тоже... Сердце он потерял, ваше сердце. Принимаю, приобретаю, зло отсекаю. Пишите все мои контакты в описании, в профиле. Не забывайте про энергообмен.
Можно сразу из профиля набрать в электронную почту, написать, а также нажать на трубочку и позвонить. Все мои контакты в профиле. Плюс потом все цифры. Пишите, звоните лично.